Дорогие мои подписчики, вы на канале Полистич. Меня зовут Полина. Когда начинаешь заниматься творчеством, появляются ткани, которые не знаешь, куда и как использовать. И они годами лежат и ждут своего часа. Причины разные. Ткани могут быть изношенные, непонятные расцветки, очень сыпучие. На них есть какие-то пятна или дыры. В конце концов, они вас просто бесят. Но ничего выкидывать не будем. Дадим им новую жизнь. На ткань основы укладываем все ткани. Если есть швы, отрезаем. Хорошо смотрится контрастное сочетание. Самое главное при укладывании сохранять направление долевой нитки. У меня получилось около 9 слоев ткани, плюс ткань основы. Тщательно скалываем все слои булавочками. Помните, что мы укладывали кусочки самого разного размера, поэтому булавок надо много. Расчерчиваем основу по диагоналям. Рисуем линии швов. Строчки будем прокладывать на расстоянии 1,5 сантиметра. Сначала расчертим центральный квадрат. Потом нарисуем перпендикулярные линии по углам. Самое главное, следите, чтобы у нас все швы по отношению к долевой нитке шли под углом 45 градусов. Тогда все получится. Готовим нашу красавицу Юнику от Effective к работе. В некоторых местах надо прошить больше 10 слоев ткани. Чтобы полотно лежало ровно, воспользуюсь приставным самодельным столиком. Машинка у меня швейно-вышивальная. В комплекте есть приставной столик, но когда его подсоединяю, то машинка автоматически переходит в режим вышивальный. Швы прокладываем ровно, обычной строчкой. Длину стежка сделайте маленькой. Свободный край, чтобы не мешал, можно скрутить трубочкой. Сначала прошиваем центральные квадраты, потом переходим к краям. С обратной стороны у нас просто параллельные строчки. Дорогие мои подписчики, у меня для вас сюрприз. Специально для моего канала молодой и очень талантливый музыкант Семен Червов написал музыку. Это его первый опыт сотрудничества с YouTube-каналами. Вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам понравилась эта музыка. Я сейчас немного пошью на машинке, а вы послушайте его композицию. В описании к видео будут контакты Семена. После того, как прошили всю основу, промеряем
подравниваем и отрезаем выступающие края. Ножницы должны быть остро заточены. Берегите руки. Легко, быстро и профессионально и недорого вам их могут заточить в ближайшей мастерской по изготовлению ключей. Не обязательно сразу же покупать новые. Полученную заготовку по краю обошьем прямой бейкой. Край бейки подгибаем и начинаем прокладывать строчку. Когда до угла остается примерно 5 мм, заготовку разворачиваем на игле, бейку приподнимаем, вытягиваем вверх уголочек сгиба, чтобы он был под прямым углом, расправляем и шьем дальше. Потом бейку отогнем на изнаночную сторону и тоже прошьем. Для дальнейшей работы приготовьте ножницы, но я воспользовалась распарывателем и, собственно говоря, им выполнила всю работу. Аккуратно заводим его между швами и прорезаем все ткани, кроме ткани основы. У меня хоть и 9 слоев, но ткани все были тонкие. Посмотрим, как они будут пушиться. Так режем всю заготовку. Не торопитесь, не стремитесь прорезать сразу все слои ткани. Режьте по 2-3 слоя. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Начинаем волшебство. Берем в руки жесткую одежную щетку и тщательно растеребливаем все слои. Можно еще и руками размять. Делу время, потей сейчас. Сами видите, хорошо растеребились верхние слои, а в глубине ткани остались практически целыми. Поэтому заготовку можно развернуть и щеткой пройтись внутри швов. От того, насколько тщательно вы растеребите ткани, будет зависеть пушистость синели. Посмотрите, вот так выглядит вычесанная синель. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Но это еще не все. С синелью можно сделать еще одну замечательную вещь. Ее можно дополнительно постирать в стиральной машинке с кондиционером для белья. Тогда все нитки из ткани смягчаются, начинают свободно пушиться. Заготовка у меня небольшая, 45 на 45 сантиметров. При стирке никаких сложностей не возникло. Единственное, как оказалось, у меня закончился кондиционер для стирки белья. Но я эту заготовку намазала бальзамом для волос, потом закинула в стиральную машину, и получилось даже еще лучше и пушистее. Эх, ничто так не согревает душу, как холодное пиво. Да, еще одна сидушка. Миша, ты уже что, сразу испытания проводишь? Ой, ты все съесть решил? Мать шьет целый день, даже поесть некогда. Угу. Друзья познаются в еде. Ой, ладно, девочки, с вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч. Пойду семью кормить. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Жду от вас отзывов. Пока-пока.